Всем привет, друзья! Это второй выпуск Skype-интервью. И на этот раз моим гостем становится молодой, талантливый игрок команды Virtus.pro Илья Лил Ильюк. Привет! Здорово. Привет! На самом деле, я очень рада тебя слышать. Вот месяц мы не виделись с тобой. Вот расскажи, что делал этот месяц? Знаешь, для многих дотеров время после интернешнала это такое, знаешь, время расслабления. Там можно подумать о жизни, подумать о доте, обо всем. Вот что О ты новых делаешь? составах, куда пойти, в какую команду, да? Вот, вот, вот. Но это В вас общем, обошло стороной. Вот. да. И слава богу, я думаю, что это круто. Ну, вообще, как проводила этот месяц и рассказывай вообще. Ну, я отдыхал, поехал в Англию в сентябре, в начале сентября. Мгм. Потом поехал в Словению по делам, там заехал на неделю в Хорватию, а потом домой. Слушай, у тебя такой неплохой был рейд. Ты ездил в Англию отдыхать, я так М, понимаю, или нет? Отдыхать. Ездил к подруге, ам, к бывшей подруге. Сейчас это просто никто, О, можно так сказать. Ну, в общем, потому что я таки не встретился ни с кем. в смысле? Поэтому просто, ну, так получилось, что не получилось встретиться с человеком. А так я там у дяди зависал, мы там тусили, Ух ты. хорошо проводили время. А потом в Словению, когда, ну, я должен был поехать сперва в Москву, потом в Словению, Мгм. потому что был турнир, который, ну, замечательный, Gaming который Paradise, отменили, да? Мгм. да. А мне там в Словении там дела надо было решить, секретные. Вот. Ну, я поехал в Словению, и там меня подруга дяди покатала по разным там красочным местам, потом в Хорватию заехали, поехали на море, приехали, ну, в общем, выехали мы в часов 12, Мгм. что-то катались, решили поехать на море. Приехали в часов 8, уже на улице холодно, там замечательный пляж, который вовсе не замечательный, потому что там камни, на котором нельзя ходить, нельзя купаться. И вообще, ну, у людей представление о море — это вот камни. Мгм. Когда я раньше в детстве ездил на море, это, ну, я ездил в Одессу к бабушке, там везде песок. Ты можешь Да. Разогнаться. разогнаться, прыгнуть в море, там Да. где угодно стать, выплыть, полежать. Все нормально. А здесь вообще это провал. Как люди вообще отдыхают? Слушай, ну такой насыщенный у тебя Ну да. месяцок. Потом Ага. приехали немножко, что-то там отдохнули, а потом начали играть квашки. Ну, а вообще тебе нравится путешествовать? Путешествовать? Да, нравится, но не слишком много. Когда много, это Ну надоедает. да. Приедается. Знаешь, я тоже вот за последние, не знаю, пару. В общем, было у нас где-то 3-4 у меня поездки за последние там месяца 4. Поначалу это, знаешь, такое что-то вау, круто, едешь куда-то, встречаешь новых людей или ну, что-то такое. А потом, ну, действительно приедается. Ты уже, знаешь, не радуешься там, что вокруг тебя происходит, там смотришь там на какие-то суперздания или еще на что-то, ну, кажется, ну, да, прикольно. Да, сейчас бы дома посидеть в доту поиграть, вот это. Вот, ты знаешь, и это, наверное, грустно. Ну, как бы люди же должны, наверное, по-другому себя вести. Как-то должен быть какой-то восторг, какое-то там возбуждение, вот пойти туда, что-то сделать. А нет. Так что, мне Ну кажется, да, это бывает какая-то такое. обратная сторона такая, знаешь, путешествий. Может, если бы реже это делать, то будет, наверное, эмоциональнее. Ну да. Вот. А, хотелось бы у тебя спросить, вот ты не так давно написал несколько абзацев по поводу того, что люди там тебя считают ЧСВ. Вот. Ты часто вообще читаешь фидбэк комьюнити? Часто ли ты отвечаешь на сообщения своих фанатов? Отвечаю по настроению, читаю все. Скажем так, я после игры, там, это официальная игра, я там сделал хороший хайлайтик, сразу захожу в Virtus.pro группа, там комменты, чекать. Так, этот не нравится, обозвал мне ЧСВ, удалить бан, все, дальше. Так, про доты, ну, на про доты я очень редко захожу, ну, там можно поугарать. Мгм. А так, да, читаю все, но отвечаю редко. Очень много глупых людей и глупых вопросов, и просто не хочется тратить свое время и энергию. А бывает, что люди пишут действительно что-то стоящее? Стоящее. Тебе когда-нибудь писали, вот знаешь,
Лил, вот я там смотрел твою игру, ты там в этом месте ты сделал то, а если бы ты сделал по-другому, вы бы там затащили или еще что-то. Вот есть именно какие-то такие Но моя советы, реакция может? на такие сообщения, это, Ага, пожалуйста, ничего не пиши, не надо. Потому что, ну, это реально, если бы, да кабы, это трата понятно. времени. Мгм. Ну, то есть очень редко что-то стоящее пишут. А не дизморалит тебя, когда пишут там какие-то гадости? Или ты Ам, фильтруешь это? я такой человек, что я во всем нахожу мотивацию. Ну, то есть меня там обзывают, там, ну, обзывают. Говорят, что я ЧСВ, это меня мотивирует быть лучше и там казаться лучшим для других. Либо там говорят, что я плохо играю, это мотивация быть, ну, играть лучше и так Мгм. далее. Поэтому я абсолютно не нахожу в этом дизмораль в подобном. Слушай, вот ЧСВ, ты себя чувствуешь ЧСВ? По-моему, так ЧСВ. глупо немножко звучит. Ну, вообще, да. Чувство, да. Я просто, ну, я знаю, чего я стою, скажем так. Это круто. Я думаю, что знать, с какое там твое место в мире, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, это круто. Ну, как бы, если ты нашел себя в этом. Вот. А еще хотела у тебя спросить, значит, ты недавно тоже писал пост о том, что ты проводил анализ, как поднять рейтинг лучше, на каких А, героях. Вот. На саппортах не очень там все хорошо получалось, на саппортах лучше. А играешь ли ты на каких-то вот керри? Часто ли ты рандомишь в пабликах? никогда. Рандомить никогда. Ну, в общем, до недавнего времени я играл только на саппортах, и я пришел к тому, что я и без вот этих тренировок в паблике, на саппортах, ну, умею нажимать на кнопки. Ну, единственное, чего ты можешь научиться в паблике, ну, допустим, на саппортах, это самая неудачная роль, пожалуй, для тренировки. Только нажимать кнопки. Все. Все остальное тебя учат КВшки и лиги. Ну, лиги так себе. Мгм. Только кванвары с командой. Допустим, если ты играешь на керри, ты можешь пойти там даже в лобби потренироваться, подбивать крипов. Можешь пойти в паблик. Ну, это адекватно. Можешь на миде тоже в паблике тренироваться. На хардлайне вообще удачи. А на саппортах это самая сложная роль для тренировки. Мгм. Поэтому единственное, что я могу, это просто сидеть там в варды изучать и все. Вот. До недавнего времени я играл только на саппортах, а потом я дошел к тому, что это тупо бесполезно, и вот иногда играю на разных ролях, чтобы чувствовать... ну, допустим, я хожу в мид на героях и смотрю, когда вот как стоит линия, чтобы, допустим, саппорт мог выйти и гангануть мид. Мгм. Либо по таймингам смотрю, либо, ну, там, иногда беру керри, чтобы смотреть, как отводить, когда надо гонять, ну и так далее, чтобы чувствовать игру с разных сторон, не только со стороны саппортинга. Мгм. А как, ну, то есть, да, получается, ты постоянно чему-то учишься новому. Ну Да. да, это, пожалуй, это самое главное. Нужно играть не просто так, чтобы убить время или получить там удовольствие от того, что ты кого-то загнобишь там в чатике, а нужно играть с пользой, ну, продуктивно. Слушай, а ты вот рассматриваешь сейчас свою работу. М, Ну, у тебя, наверное, у меня сложилось мнение, что это более профессиональный подход, возможно, даже более профессиональный, чем у других. То есть ты играешь не просто по фанчику, а действительно серьезно. А, и я думаю, это здорово. Ну В да. Ну общем, какой вообще ты считаешь, что это относится не только к доте, к работе, вообще к жизни? Нужно приносить пользу либо себе, либо окружающим. Ну и а не просто существовать. Вот как такое мое приносить мнение. пользу окружающим посредством чего? М, Не знаю, помогать. Помогать. Не стоять на месте, Ну развиваться. да, да, я это имел в виду. А как развиваться, если не в профессиональном плане? Ну как, ты можешь пойти на улицу позаниматься. Ну, самое простое. Не знаю, книжки читать. Заниматься саморазвитием. Надо расти как человек, не стоять на месте. А по поводу общества, насчет, ну, кроме помощи, Мгм. да не знаю, благотворительность, да что угодно, на самом деле. А какие ты можешь назвать издержки профессии? Издержки моей профессии, Да, твоей профессии. моей недопрофессии, ладно. Издержки, ну хорошо.
слишком много времени отнимает. Ну, если ты не любишь то, что чем ты занимаешься, потому что, ну, иногда бывает, тебе просто надоедает. Ну, ты просто играешь в компьютерные игры, и тебе это надоедает. Ам, вот. Так, дальше это зрение. Зрение садится. Еще одно, это много времени слишком отнимает. Так. Ну, допустим, я там тренируюсь, там часов 8 в день, да? И мне, ну, банально нет времени там сесть книгу почитать. Потому что я играю, там лег спать, проснулся, там занимаюсь спортом, дальше смотрю, у меня опять тренировки, опять тренируюсь, там мы играем в анвары до поздней ночи, ну и, в общем, такие дела. Дальше, мне кажется, одно из таких, это не супер перспективное будущее. Ну, допустим, ты можешь там играть до, ну, грубо говоря, до 30 лет, да? Да. Там играешь в доту, а дальше что? Ну, если, ну, ты не можешь параллельно учиться, потому что у тебя нет времени. У тебя, допустим, там среднее образование, да? Что ты можешь Мгм. делать дальше? Можешь пойти в аналитику, стать комментатором. Ну, опять же, это тоже не супер перспективный род деятельности. Ну, ты Вот, мне знаешь, кажется, это издержка с тоже. одной стороны, я с тобой согласна, но вот у меня сразу два возражения по поводу того, что отнимает много времени. Там 8 часов в день это стандартный рабочий день человека, только он еще ездит на работу при этом. Вот. Это тяжело, я понимаю. Нет, я имею в виду, это только кланвары, ну, допустим. А до А, этого ну, ты помимо этого еще там сам играешь во что-то, там помогаешь. Ну, короче, ну вот по поводу перспектив нет. Смотри, взять, может быть, если оценить, сколько ты можешь там сделать сейчас за ближайшие 10 лет, там, сколько там заработать денег или еще что-то, то ты можешь, по сути, да, обеспечить себе всю жизнь. А работая на, ну, хорошей, высокооплачиваемой работе, ам, с перспективами, это, мне кажется, намного сложнее. Ну, как да, бы, ну, это опять же зависит от психологии человека. Ну, допустим, у меня такая психология, что, ну, опять же, я говорил, то, что я не могу стоять на месте. Вот, ну, и когда-то давно, когда я хотел себе работу, у меня не было, ну, ничего конкретного. Ну, допустим, мгм. я там хочу быть, там, не знаю, водителем. Не было такого. Я просто были А, определенные характеристики, что ли. Ну, в общем, там, допустим, можно работать дома, бла-бла-бла, там хорошая зарплата и так далее. И одно из этих было неограниченное количество денег, которые ты можешь заработать, ну, там, за единицу времени. Ну, то есть ты мгм. можешь там в месяц заработать миллион, а можешь заработать 10 миллионов. Ну, Да. неважно. К чему я это? Так вот, кто-то может ходить на работу, получать там в месяц, там, пускай $1000, и, ну, его это будет устраивать. Ну, его это, психология его такова. Моя психология такая, что это, конечно, круто, что, ну, что я могу набить ресурсы, чтобы в будущем пойти учиться там Мгм. или сразу открыть свой бизнес. Ну вот, Понятно. что-то я залип. К чему А, я это говорил? мы говорили, сравнивали то, что ты сейчас можешь в данный момент заработать себе и обеспечить всю жизнь. Ты говоришь, что психология такая, что тебе, возможно, ты хотел сказать, что это нужно делать постоянно, то есть не то, что... Ну, я так и уловила Да, твою мысль. да. То, что я не смогу, допустим, не думаю, что я смогу отдыхать. Ну, допустим, я там играю в доту Понятно. там еще, там, пускай 3 года, да? Да. Я заработал кучу денег, я открыл свой бизнес. А, ну, дальше надо еще дальше расти, расти, расти. И зарабатывать больше, больше, больше. И, ну, нельзя ограничиваться тем, что ты имеешь. Ну, в принципе, если ты заработаешь какой-то небольшой капитал, тебе все дороги открыты, и не обязательно с киберспортом связаны, Да, да. правильно ведь? Ну, то есть, заработать деньги, положить в банк и жить на том, что мне капают проценты, это не для меня. Слушай, но вот если бы не киберспорт, что так, вот, ну ты говорил, что ты не знаешь толком, ну а вот, например, покер какой-нибудь, тоже игра, Да, тоже но можно заработать много. это как бы нестабильно. Да, Ну, но Дота тоже как бы нестабильно. вот, да. Я же, ну, поэтому я дотой не ограничиваюсь. Ну, я смотрю дальше, что можно делать дальше. Ну, Мгм. фокер, ну, это, как тебе объяснить-то? Ну, ты можешь выиграть, а можешь не выиграть. Ну, то есть в чем суть? У тебя Ну, так на не должно быть. дистанции, если ты хороший покерист, на дистанции ты выигрываешь.
Как и в Ну, доте, ты хорошо. играешь БО1, ты можешь проиграть, но на дистанции, например, выигрываешь. Ну и хорошо. И что, мне до старости лет играть в доту или в покер? Я не знаю. Э, Просто Ну, как я опция. нахожу это глупым, Мгм. скажем так. Понятно. А, хочу спросить по поводу тренировок. Сейчас, ну вы даже не про тренировки, наверное, а сейчас близится множество турниров. То есть вы летите сначала вот 3-4 будет ESL в октябре, а потом в середине октября будет МГЛ, потом в Китае МГЛ, МДЛ, да? Правильно я говорю? MLG, MLG, извините. Вот. А потом еще и турнир в Китае. То есть в много Сингапуре. в Сингапуре. Да, Я хорошо знаю профессиональную да, сцену. да. Вот. Много ли вы тренируетесь сейчас? Сейчас. Ну, М? мы вот отлетели от Secret 0-2. Ну, да. Вчера мы ходили, ну, Артема был день рождения, как раз этот день. Мы вчера ходили, посидели, м, пообщались Слушай, в извини, а у вас Москве. вообще сейчас буткемп идет? Нет, пока просто в интернете клацаем. Вот, сегодня у нас там у Сережи какие-то проблемы, и завтра уже начнем играть. А буткемп до Нью-Йорка не будет. Будем в интернете только много играть по часов. Ну, опять же, по часов 8 дней. Это только командой. И там сами. Мгм. Слушай, вот эти вот турниры, это будет такая неплохая практика к мейджорам, я так думаю. Потому что если мейджор в середине будет ноября, то да, это реальный шанс оценить, на что способны другие команды. Для вас, Я с тобой согласен. для вас мейджоры это как бы мейджор цель. Нет, цель... каждая игра цель. Как-то, не знаю, как сказать. Ну, ты играешь ради игры, ты играешь, чтобы выиграть. Вот мы, и неважно, это мейджор, ESL, MLG или просто Кванвар. Мгм, Ну, ты играешь, чтобы постоянно развиваться. И чтобы все выигрывать. Ты получаешь, ну, от этого удовольствие. И неважно. Ну, то есть нету мгм, какой-то конкретной цели, что, вот, допустим, ты играешь целый год, чтобы потом поехать на инт. Нет, ты играешь ради игры. понятно. Ну, а все же, вот, например, полгода назад еще было огромное количество турниров, там игроки, многие жаловались, что действительно нет там времени на тренировок. Вообще, как на тренировки? Как ты думаешь, вот эти вот мейджоры, они должны поубавить количество, ну, турниров? Вот. Хорошо ли это или плохо, как для тебя? Как ты думаешь, нужно ли уделять больше времени для тренировок или же играть вот официальные матчи? Что Не лучше для знаю, команды? мне кажется... Нет, тренировки... Тренировки, конечно же, важны, но мне кажется, это какой-то час, потому что ну, каждая команда для себя выбирает. Ну, допустим, ты ЕГЭ, да? Ты выиграл International. И ты так Неплохо. сидишь и смотришь. Так. MLG, призовой. Что там, куда едем? В Америку? Ну, тут рядом. Давайте, поехали. Так, дальше. Китай. Нет, Китай не хотим. Сколько призовой? Да все, нафиг, короче. Ну, и ты сидишь и выбираешь, какие тебе там, ну, куда едешь, куда нет. Ну, это такой немножко глупый пример, потому что в Америке, извините, две команды, которые играют, ну, достойно. Ну, очень, ну, нормально. Мгм, Вот. И как бы ЕГЭ, я даже не знаю, с кем они тренируются в своем регионе. Вот. Как-то так. мгм. А как ты думаешь, вообще нужен ли шестой игрок в команде? То есть, который будет тренером, аналитиком, психологом, я даже не знаю, нянькой. Ну, нянька у вас есть, Гоша. Вот. А именно нужен какой-то, вот знаешь, может, человек, который будет статистику собирать, будет помогать в тренировку. Не знаю, даже как я считаю, это все индивидуально. Ну, то есть я, конечно, не знаю примеров, ну и вообще мало чего знаю, потому что я только был в одной команде с этими ребятами, и я вот, ну, это все, что я знаю про доте. И об, ну, о взаимоотношениях в команде и так далее. Мало ли, ну, я не знаю, может, есть какие-то команды, которые 5 человек, и они все, ну, им это не надо, потому что они самодостаточны. Ну, допустим, там кто-то отвечает за подготовку к играм, кто-то там за моральную составляющую и так далее. Ну, то есть я не могу сказать, что это точно надо или точно не надо. Слушай, ну Артем, вот мы с ним говорили на интервью еще на интернешнале.
Он говорит, что в целом ваши игры строятся по его стратегиям, каким-то масштабным. То есть и так ли это вот до сих пор? То есть он что-то придумывает, какой-то у него есть видение, план, и все его придерживаются? Или вы как-то, знаешь, обоюдно что-то в играх как-то взаимодействуете, коммуницируете и так далее? Всегда по-разному. Иногда, когда слишком важный матч, конечно же, он пытается... Ну и все зависит от настроения. Артем тоже человек настроения. Иногда он может спросить совет, иногда он просто: ребята, тихо, все, не мешайте, я буду сам пикать, сам выбирать героев, вы мне только, ну, голову засоряете. Ну, очень... Всегда по-разному, в общем. А в игре непосредственно? Нет, в игре все очень инициативны. И Илья, и Год. Мгм. Ну, и я иногда тоже беру инициативу. Слушай, вот замены, которые, ну, вы анонсировали, все команды анонсируют, они как-то будут принимать участие в тренировочном процессе, как-то играть, или это же просто, знаешь, ну вот, Не, мне просто кажется, именно. это форс-мажорная ситуация, если, допустим, там Мгм. в чей-то дом влетит самолет или, ну, или Понятно. что-то попроще, там какая-то болезнь, ну, в общем, форс-мажор, и тогда врывается замена и начинает пихунить всем. Понятно. А что ты думаешь вот о новообразовавшихся составах, или вернее о решафлах, вот Team Secret, например. Ребята полностью сменили свой состав, остался там Климент. Как ты думаешь, усилился состав или нет? Усилился. М, Я не знаю. Дота слишком сложная игра. Допустим, мы играли с ними, ну, мы конвары почти все выиграли. Ну, не знаю, по разным причинам. Мгм. А официалку вот мы последнюю усилили 0-2. Почему? Потому что пацаны нас тупо переиграли в макро. Ну, или там, ну, у нас там немножко не пошло, поэтому я не могу сказать на 100%, что они там усилились или Мгм. нет. Ну, на дистанции будет видно. Мгм. Тоже бы мне хотелось спросить у тебя по составу Нави. Что ты вообще думаешь, почему у ребят не получается? Твое откровенное мнение. Мое мнение, почему у Нави не получается? Да. Я не знаю их атмосферу в команде, поэтому мне очень сложно судить, почему так, честно. Предположение. Может, устали друг от друга, может, устали от игры. Ам, Не знаю, может, у них просто химия плохая. Ну, Мгм. иногда, знаешь, бывает, допустим, как у нас в команде. То есть люди подходят друг к другу как люди. И поэтому мы хорошо играем как игроки. Как-то так. Вот, может, у них там какие-то Мгм. с новым игроком какие-то там терки или, ну, просто не получается. Не знаю. Поняла. Поняла. А вот тоже хотелось бы спросить о команде Empire. Которые сейчас играют против Веги. Мгм. Ам, ну, если ты почекаешь состав, ты увидишь, что они вернули Йоку, и Resolution у них играет в хардлайне. И опять А. же, это все будет понятно на дистанции. Но я Как, знаю, ну, что что будет. Resolution не хотел вроде как мид уступать. Йоку хотел играть на миде, Я Resolution. с ним общался только что, он сказал, ну, вернее, я спросил у него, важнее ли для него побеждать, чем играть ну, на миде. Мгм. Он сказал, что, ну, он согласился с этим и сказал, что это будет для него новый опыт. Поэтому он, ну, не видит в этом какого-то огорчения, что ли. Мгм. А вот для тебя что важнее, побеждать или ты бы мог пересесть на другую роль? Нравится ли тебе саппортинг? Пересесть на роль? Да. Не Что знаю, важнее? но это вовсе не надо никому. И мне тоже, в том числе. Ну, изначально я не играл на саппортах. Я как бы по принуждению саппорт, и потом я просто это полюбил. И из этого можно вынести то, что я играю, чтобы, ну, ради игры, чтобы побеждать. Мне не важно, на какой роли, это абсолютно не имеет значения. Конечно же, мне нравится, ну, мне не нравится играть на пятой позиции, мне нравится там просто бегать, ничего не делать, потому что, ну, когда-то раньше я сидел за играми,
следил за играми и просто думал, что, блин, почему там играет именно этот чувак? Я мог сделать то же самое, просто на Дадзе стоять АФК 30 минут возле фонтана. Ну и побеждать, зарабатывать на этом деньги. Вот. Ну, конечно же, куда приятнее там бегать со шмотками, нагибать, делать хайлайты. Ну, но, ну, на самом деле, моя роль, она это все совмещает. Ну, то есть Мгм. у меня развязаны руки. Слушай, вот ты на профессиональной сцене играешь вот год, примерно ровно год. И за это время ты добился, как я думаю, отличного результата. Можно и лучше. Всегда можно лучше, нет Да, пределов совершенства. все Вот, верно. но все же, как ты думаешь, повезло ли тебе или нет? Вот в чем секрет успеха? Это упорный труд, это везение, это третье что-то, инопланетное вмешательство. Что это? Мне кажется, это все вместе. Все вместе. Да, я просто не знаю, как устроена жизнь, и мне кажется, здесь нет никаких закономерностей, поэтому, конечно же, это и труд, и везение. Вообще, везение — это такое понятие. Ты не можешь проснуться завтра утром без везения, потому что, ну, не все от тебя зависит. Допустим, там, вот я живу возле аэродрома, может, в мой дом летит самолет. Ну, здорово. Типа, или я там выйду на улицу, и машина будет быстро ехать, и я не увижу. Ну, то есть, мне кажется, это все вместе. Ну и к тому же хотел сказать, что профессиональные игроки в доту — это не только хорошие игроки, это опять же люди. А, Некоторым персонажам просто не дано стать профессиональным игроком только по причине того, что они не годятся как люди. Они Хм, не могут взаимодействовать с другими людьми по причине воспитания, генетика, что угодно. Поэтому, ну, все подряд. интересно. Интересная точка зрения. Я с тобой согласна. Если ты не умеешь общаться, а в Да. команде еще 4 человека, возможно, они тоже не очень хорошо умеют общаться, Да, то насколько бы ты хорош не был в игре, как бы ты ни да. нажимал на кнопки, каким бы там гениальным не был, это не имеет значения. Мгм. Окей. Поэтому, ну, очень глупо сравнивать а, профессиональных игроков, ну, если ты никто, ну, как никто, ты просто какой-то случайный человек, который играешь в дот, там увлекаешься, просто смотришь стримы. Ну, это глупо сравнивать себя и кого-то там. Ну, то, что там я могу сделать лучше. Ну, ты можешь сделать лучше, но, допустим, ты человек не подходишь, ну, чтобы быть профессиональным игроком и так далее. Ну, как ты думаешь, вот для молодежи, так сказать, которые хотят пробиться на про-сцену, а, совет, если, например, ты хочешь достичь чего-то, то нужно работать в первую очередь над собой. Да, нужно научиться менять себя под других, ну, в зависимости, ну, в общем, уйдем в самые эти тернии. Очень важно по жизни и в доте уметь ставить для себя приоритеты. Что для тебя важнее? Для тебя важнее играть на миде или побеждать? Для тебя важнее... Ну, в общем, что для тебя важнее? Да, я Да, уловила. вот. Поэтому, Так что, ребят, если вы хотите пробиться на про-сцену, если у вас есть задатки, талант, упорство, дерзайте. У вас может все получиться, да? Right? у каждого может получиться. Ну, главное, ам, научиться выходить из своей зоны комфорта. Ну, допустим, некоторые люди просто не могут воспринимать неконструктивную критику. Если ты хочешь быть профессионалом, тебе надо уметь, ну, надо научиться этому и тому подобное. То Мгм. есть все очень сложно. С одной стороны, легко и сложно. Да. Хорошо. Будем заканчивать это интервью. Спасибо тебе большое за уделенное время. И тебе А, спасибо. у тебя и у твоей команды впереди сложный месяц. Я желаю вам удачи, Спасибо. вот, и успехов, и побед, конечно же. Так что спасибо большое. Все, ребят. Спасибо всем, кто смотрел, и до Да, скорых всем встреч. большое спасибо. Все, Пока. пока. Hey.